Всем привет, дорогие друзья! Рад вас видеть на своем канале Фэншоп полезный и не очень. Сегодня у нас будет распаковка видеокарты от Inno3D. Версия RTX 2060, самая доступная на рынке. Сегодня вот такая вот карточка была доставлена курьером. Я сразу покажу, что она у нас запечатана. Пломбочки на месте. Видим. Здесь и здесь все у нас на месте, но один факт: курьер прислал ее вот в таком виде, то есть вот это, видите, продавлено. Позвонила тут же в магазин, то есть при приезде курьера я этого не заметил, здесь у него скотчем было проклеено вот этот скотч. Позвонил, сказали, что никаких проблем не будет, если что-то с ней случится, они обменяют. Ну вот решил на всякий случай это дело заснять. Давайте, ребят, вскрывать ее. Я покажу, из чего она состоит. Комплектация. Давайте приступать. Погнали. Так, вот такая вот карточка самого начального уровня RTX от Inno3D. 6 гигабайт, 128 бит и на DDR6. Так, что у нас? Вот так выглядит, двухкулерная она в принципе. Такого сверхъестественного нет. GeForce, серийные номера все. Давайте открывать ее вперед. Так, открываем. Но перед этим, ребят, перед тем, как мы откроем ее, хотел бы попросить немножечко активности. Ребят, подпишитесь на канал, кто до сих пор этого не сделал. Поставьте лайк, либо дизлайк, если видео вам не понравится. И напишите какой-нибудь комментарий по поводу этой карточки. Вот здесь я у нас надрез сделал. Давайте открывать. Опа. Оп. Вот здесь видим, немножечко она у нас покоцанная. Так, далее у нас в коробочке больше уже ничего нет. Оставляем ее в сторонку. Теперь приступаем. Угу, вот так, значит, да. Такая ничем не примечательная обычная картонная коробка серого цвета. Здесь у нас такие поролоновые вставочки. Пока ее уберем в стороночку. Здесь у нас вот такой буклетик с сериями RTX показан от Inno3D. Ну и вот такой вот флаер с такой вот огненной девушкой Феникс. Обычный флаер. Больше в принципе ничего нет. Так, диск, слава богу, не положили. Наконец-то мы избавились от этого маразма устаревшего. Приступаем. Вот она, наша сама карточка. Карточка очень компактная. Я бы даже сказал, очень. Вот она. Наклейка огромнейшая, почти на видеокарту, означающая, что ее никто не вскрывал до нас. Давайте мы ее аккуратненько отрежем. Хотя зачем отрезать? Порвем. Все. Пакет. Значит, ее действительно никто не вскрывал. Опа. Ребят, смотрите. Приблизительно такой же у себя нахожу в обуви. Что это, угольный пакетик, не знаю. Так, ну вот он. Что он из себя представляет. Два вот таких кулера. 900, по-моему, 90 миллиметровых. Такие подшипнички, видите, здесь. Далее, сама карта. Вот она очень компактная. Имеет вот такой металлический бэкплейт. То есть конструкция очень плотная. Здесь у нас видим, ага, вот она гарантийная пломбочка, свидетельствующая о том, что ее скрывать нельзя. Давайте посмотрим, что у нас здесь. У нас здесь один сплошной радиатор, две тепловые трубочки, ну и бэкплейт. Бэкплейт, я так понимаю, охлаждения не имеет никакого. То есть он просто в виде фурнитуры, чтобы это все дело плотно и монолитно выглядело. Так, плата, видите, короткая. Здесь у нас такой радиатор торчащий. Сверху у нас надпись Inno3D GeForce RTX 8-пиновый разъем. Так, здесь у нас
один DisplayPort, HDMI, 3 DisplayPorta и один HDMI порт. Да. Ну, карта выглядит довольно неплохо. Хотя в бомж-версии, так сказать, самая простая. Конечно, никакого тебе RGB подсветки. Ну и она не нужна на самом деле. Так, ну а теперь пробежимся по ее техническим характеристикам. Сердцем видеокарты выступает графический процессор с маркировкой TU106200AK-A1, изготовленный по 12-нанометровому техпроцессу. Вокруг него распаяны 6 гигабайт микросхем памяти GDDR6 от Micron с обозначениями 8SA77. Графический процессор этой видеокарты работает на частоте 1680 МГц. Память же работает на частоте 14000 МГц. Количество CUDA ядер 1920. Объем памяти у нас 6 гигабайт GDDR6. Шина памяти у нас 128-битная. Пропускная способность 336 гигабит в секунду. Система питания и на 3D не отличается от NVIDIA Thunder Edition. Здесь все те же 4 фазы для GPU и 2 фазы питания для видео памяти. Там габариты у нас составляют толщина 40 мм, длина 196 мм, толщина 133 мм. Рекомендованный блок питания 500 Вт. Выпуск этих видеокарт стартовал в 2018 году. Так, ну все, давайте включать, проверять ее. GTA 4. Разрешение у нас 2К. Пресет настроек у нас ультра высокие. Вторая игра у нас будет GTA 5. Разрешение 2К. Настройки у нас графики высокие и ультра высокие. Right up here, homie. I'm about to go nice and slow for your bitch ass. Alright. Hey, remember we gotta be careful with these rides, homie. The Simeon ain't about to dock my pay again. Homie, man, if you need some bread, I can hook you up with JB's tow truck. It ain't got glamour, but it's some money to be made. So him and Tanya can smoke crack in peace? Homie, I'm good. I'm schooling your ass, boy. Hey, screw you too, homie. Battlefield 5. Разрешение 2К. Настройки высокие и ультра высокие. The enemy has control of all of the objectives. We have established control at objective Charlie. Так, далее у нас Just Cause 4. Разрешение 2К. Настройки высокие и очень высокие. Далее PUBG. Все на ультрах. Далее PUBG, разрешение 2К и все настройки на ультрах практически.
Fortnite, разрешение 2К, настройки эпические, практически всем. Apex Legends, разрешение 1920 на 1080, все на высоком. Map shows we're spread out a lot. Red Dead Redemption, разрешение Full HD, настройки практически все на ультрах. How do you know? When we first got here, she told me she was worried that our camp was near a safe house that gang she ran with used from time to time. And you told Dutch? No. She spoke to me in confidence. I suppose I didn't think it would be a problem. Now it is. Oh, yes. What do they want with her anyway? I think I saw one of the foremans hassling her in Valentine. Yes, they probably followed us down here. You don't know what happened? She killed one of them, for good reason, but clearly they don't see it that way. Tilly? Yes. Young Tilly Jackson isn't as sweet and innocent as you might think. But like I say, she was defending herself. Киберпанк, разрешение 1080, настройки высоко-средние. How things looking, Mr. Lee? Got the bot. And how'd it go? Run into any trouble? And what about the Militech angle? Did it without Militech holding my hand. Didn't want to risk it. So how'd you get that cat Royce to hand over the Flathead? Only way I know that always works. Brute force. You got some balls, Mr. Lee. What about the meet with Evelyn Parker? Still on the to-do list. That meet's the only thing that'll get you a chance at grabbing that chip. Parker will be waiting for you at Lizzie's bar. Good luck. Call you back. Sniper House Warrior Contract 2, разрешение 2К, остальные все настройки очень высокие. Resident Evil Village, разрешение 1080p, настройки средние. No, friendly. Who are you? Who sent you? Nobody.
There was an accident down the road and... What's going on? Oh, no. They're coming. Who is? What the hell was that? You have a gun? What? Please tell me you have a gun. No, why would I? Days Gone, разрешение 2К, настройки очень высокие. Shit out of here, but a bunch of freaks. Well, maybe I was wrong about him having to deal with Copeland. No, Leon's been fencing shit to Copeland for a long time. Finally caught up with him. Hey, wait. Hold up. Shit. All right, let me see. Wait, here. Down this way. Tracks are fresh. So where the hell did you learn to track shit anyway? Used to go elk hunting with my old man when I was a kid. Ended up tracking shit for miles. Holy shit! Get down! Так, ну и последнее. Balance 13 Elite. Разрешение 2К, настройки, текстуры высокие. It should be right here. High speed incoming. Get hot. Don't lock up. Way more than I expected. Signal from behind. Where are they coming from? Watch the ceilings. I didn't expect so many. На этом буду заканчивать. Как мы видим, большинство игр идут на высоких и ультравысоких настройках графики с вполне играбельным счетчиком FPS. Конечно, если не включать трассировку лучей. В целом карта получилась весьма неплохой, с нормальным охлаждением. В пиковой нагрузке ее температуры не превышают 70-75 градусов. Но если подытожить, эта карта идеально подходит для Full HD разрешения. Ну и 2К, в принципе, она тоже тянет, если подкрутить графики на средне-высокие. Но если же, конечно, у вас 4К монитор, и вы хотите насладиться всеми прелестями трассировки лучей, то вам уже нужно смотреть в более старший сегмент 3070 или 3080. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Ставим пальцы вверх, подписываемся на канал, не забываем про колокол, чтобы быть в курсе последних новостей. Всем мира, добра и позитива. И пусть все у вас будет по фэншую. До новых встреч. Пока-пока.